Канал «Мы есть» представляет сказки у камина. Предлагаю запастись чаем с печеньками. Приятного прослушивания. Александр Ролот. Чистописание или «Мой первый телевизор». Рассказ. Дорогие мои читатели, поднимите, пожалуйста, руку те, кто понял, что именно означает слово, начертанное вверху. Что-то лесорук не наблюдается. А все потому, что к великой радости школяров в нашей любимой советской школе в конце концов восторжествовал таки мировой прогресс в виде банальной шариковой ручки. И ненавистная мною и большинством моих друзей нажим, волосяная канули в вечность. Аж до середины 70-х годов в школах великой страны Советов существовал предмет со зловещим названием чистописание. Учеников начальной школы обучали каллиграфии. Личную чернильницу каждый приносил в школу самостоятельно. Для особо забывчивых в классе на подоконнике стояли общественные, как правило, с плавающими в них мухами и прочими мелкими насекомыми. Наша учительница Анна Марковна не уставала повторять: на уроках чистописания мы вырабатываем что? Правильно, почерк. А он зависит не только от старания и усердия девочек и мальчиков, но еще и от пера. И, конечно же, от ручки. Поэтому, пока я здесь работаю, чтобы этой пластиковой гадости в классе не было. Я ставлю вам оценки не только за красивую, аккуратно исписанную страницу, но еще за что? Садись, Мариночка, правильно. За прилежание. А прилежание – это что? Зарубите на своих кубанских носах. Это сумма, состоящая из аккуратности, усидчивости и, главное, терпения. Писать буковки деревянной ручкой непросто, но вы старайтесь, ибо кто в этом не преуспеет, получит от меня персональное задание на летние каникулы. Тебя, Саша, это касается в первую очередь, потому как ты не пишешь, а мараешь листы в косую линию. Вводишь по бумаге пером, точно курица лапой. Почти в каждой семье того времени держали дома кур. Но я ни разу не наблюдал, чтобы эти полезные птицы брали в лапы чернилку или хотя бы ручку. Землю разгребали, в печной золе купались, предавались этим занятиям ежедневно. Но чтобы писать, это уж Анна Марковна зря на меня наговаривает. Взявшая надо мной шефство не по своей воле, а токмо выполняя указания классной руководительницы, отличница Танька мне помогла. И задание по чистописанию на лето я таки схлопотал. От меня требовалось исписать за 3 месяца 12-листовую тетрадь в линеечку, любым текстом, используя при его написании проклятый нажим и волосяную. Узнав об этом прискорбном событии, батя в сердцах швырнул на стол свежий номер «Советской Кубани». Вот тебе текст. Все перепишешь от корки до корки, включая фамилию редактора и тираж. Ну, папа, здесь же больше одной тетради будет. Много больше. Значит, 2-ю возьмешь. Если она закончится, то 3-ю. Ты, кажется, о телевизоре грезишь? Так вот, пока почерк не выработаешь, в нашем доме он не появится. Так и знай. Конечно, батяня был в курсе моего тайного желания. Почти у всех моих дружков в доме уже имелось это чудо техники. Только не у нас. Каждая заработанная родителями копейка шла на строительство дома.
Поэтому каждый вечер я конючил: «Мам, пап, отпустите к Витьке, к Лехе, Серому на телевизор. Там мультики сегодня показывать будут. Я точно знаю. Программу в газете видел. Не верите? Сами посмотрите. Уроки сделал, конечно. А как же иначе? И чистописание тоже. Ну, как мог. Но я старался. Честное слово. Бабуля подтвердить может. И не 5 минут писал, а больше. И не 10. У меня же часов нет. Я по часам не пишу, а по заданию». Время, оно, как известно, течет, словно вода или песок. Настало ужасное и противное 1 июня. Почему такое? А потому, что День защиты детей в то время хоть и существовал, но уж никаким праздником точно не считался. Мои друганы Витька, Леха, Юрка и Серый, для порядка посвистев под моими окнами минуту-другую, отправились на реку Кубань. Купаться, ловить рыбу, загорать. А я развернул злосчастную газету и написал на первом тетрадном листе: «Советская Кубань. Труженики полей с воодушевлением готовятся к предстоящей уборке урожая». Отложил ручку в сторону, посмотрел на счастливых и сине-черных птиц, снующих вокруг сооруженного мною, конечно, не без помощи бати-скворечника, и вдруг, неожиданно для самого себя, стал аккуратно выводить на бумаге: рекорд, сигнал, Витязь, радуга, КВН 49, изумруд, рубин 102. Вечером обязательно спрошу у старшего брата. Может быть, я какие марки телевизора упустил? «Папа, а чертежи в тетрадке по чистописанию рисовать можно?» Уставший после смены отец дремал на продавленном стареньком диване, держа в руках ту самую советскую Кубань. «Какие еще чертежи?» – сквозь сон пробасил он. «Ну, понимаешь, я журнал «Радио» переписываю, статью «Телеприемники. Новое поколение». И там схемы и чертежи непонятно изображены. Так мне все как есть в тетрадь переносить? Я же тебе велел газету переписать», – не открывая глаз, возразил глава семьи. «Так она же у тебя. А мама велела ни в коем случае отца, то есть тебя, не беспокоить». «А ты что сейчас делаешь?» Я потупился и пробормотал: «Беспокою, но больше не буду». «Александр, ну ты даешь! И кто же это надоумил тебя такой текст писать?» Учительница поправила на носу очки. «Сам нашел, в журнале. Брат Юрка из библиотеки притащил. Хочет телек своими руками собрать. И соберет, обязательно. Я его знаю, он у нас упертый. Вот и брал бы пример с брата. Я пока не могу, у меня не получится. Мы еще физику не проходили». «Да я не об этом!» Учительница смотрела на меня сверху вниз. «Я об упертости. Ты зачем в тетрадке принципиальную схему телевизора начертил? Где ты в ней волосяные линии и нажим разглядел?» Я невольно улыбнулся. Но не объяснять же Анне Марковне, что этот рисунок занял добрую половину страницы. Попробуй испиши ее каллиграфическим почерком. 7 потов с тебя сойдет. А если, не приведи Господь, кляксу ненароком поставишь, тогда ругани будет минут на 40. Братуха рассказывал, что в конструкторских бюро схемы исключительно карандашом рисуют, без всякого нажима и всяких волосяных линий. Он же в фабрично-заводском училище учится, все знает. Через год батя привез на бричке огромный ящик. О чудо! Мои мольбы и стенания наконец-то были услышаны. Его водрузили на 2 стоящих рядом стула.
Но не было у нас ни тумбочки, ни лишнего стола. А еще через неделю у нашего первого телека с волшебным именем «Сигнал» сломалась ручка переключения каналов. «Санька, где тебя черти носят? Иди переключи каналы. Вам какой поставить? Первый или второй?» Я, мгновенно бросив любые дела, со всех ног мчался к волшебству и, вооружившись плоскогубцами, поворачивал торчавший из темного дерева штырь, потому как купить или достать новую заводскую ручку не представлялось никакой возможности, даже на нашей знаменитой барахолке. Сейчас у меня дома в каждой комнате по плазме. Несколько лет назад я вывел формулу: семейное спокойствие равно n плюс 1, где n – это количество членов семьи и количество телевизоров в доме, а плюс 1 – это для гостя, ну или для кота. Только вот включают мои домочадцы эти чудеса техники все реже и реже, потому как каналов не счесть, а смотреть нынче практически нечего. Текст читала Марина Абазовик. Звукорежиссер и специалист по монтажу Леонид Абазовик.